Друзья, я рада приветствовать. Меня зовут Татьяна Маркова, если вдруг вы меня не знаете. Вот. Я являюсь соучредителем онлайн-академии английского языка и всех наших проектов, которые мы ведем с точки зрения английского. Сейчас, одну минутку. Я хочу тут режим. Ага, все. Один момент, тут режим поменяла. Все, отлично. Еще раз, да, я являюсь соучредителем онлайн-академии английского языка, и мы такие встречи проводим специально для наших клиентов, чтобы помочь вам, да, поддержать вас в такие вот интересные времена, в которые мы живем, и в первую очередь, чтобы мы могли делиться теми знаниями и той информацией, которая прямо сейчас помогает нам. Вот, и поэтому привлекаем свои ресурсы, привлекаем своих партнеров, друзей для того, чтобы это было реальным. Сразу же хочу сказать, что сегодняшняя конференция записывается, да, для тех участников, которые не могут присутствовать в прямом эфире, поэтому имейте тоже это в виду, вы можете быть с видео. Вот, мы будем рады вас видеть, но имейте в виду тоже, что на видео это тоже запишется, то есть в записи тоже будут ваши улыбающиеся лица. Значит, что я хочу по поводу сегодняшнего мероприятия сказать, да, то есть сегодняшний наш спикер – это наш очень большой друг, и большой друг мой лично, моей семьи, нашей компании, нашей команды, и вот здесь Антонина тоже была, проверяла связь, это директор нашей компании. Не даст соврать, что Джим действительно как такой член нашей большой семьи, да, если говорить про нашу еще команду и компанию. Почему? Потому что, во-первых, это человек с огромным опытом в бизнесе, то есть он в бизнесе более 20 лет, компанию он выстраивал с абсолютного нуля. Я не знаю, я уже, по-моему, сбилась со счету, каждый раз он говорит новые цифры, они поднимаются, сколько продавцов в отдел продаж он своих обучил, потому что компания работает, продает по телефону, то есть это дистанционные такие продажи, и сколько действий он сделал, чтобы выстроить свой бизнес. То есть на данный момент его компания занимается, и изначально, да, занималась консультированием в области потребления электроэнергии на территории Соединенных Штатов и Канады, то есть Северной Америки, и компания Джима обслуживает более 200 тысяч, да, даже цифра такая большая, коммерческих клиентов, да, на территории этих стран, поэтому мы... Почему еще, да, Джима пригласили? И не только потому, что это такой огромный опыт, да, которым он может поделиться, но и Джим на протяжении всех лет существования нашей компании, да, давал нам очень ценные советы, которые каждый раз мы применяли, и это нам помогало выходить на новый уровень. Поэтому я вам очень советую прислушаться сегодня, да, к тому, что Джим будет говорить. Я надеюсь и очень верю в то, что вам это сейчас поможет, наведет на правильные мысли. И так, себя могу сказать, что Джимом мы познакомились порядка, наверное, 10 лет назад. Познакомились, кстати, в Санкт-Петербурге на одной из бизнес-конференций, где я как раз выступала в качестве переводчика, и после этого как-то вот стали уже общаться, да, выступать еще на многочисленных площадках и подружились, поэтому я рада, что у меня есть возможность, у нас как компании, да, есть возможность с вами этими ресурсами делиться. Когда мы с Джимом обсуждали вот эту тему сегодняшнюю, да, вы видели, что тема наша сегодняшняя – это leadership in the times of crisis, да, то есть важность лидерства в кризисные времена. И я хочу вам рассказать небольшую такую предысторию, когда мы с Джимом эту тему обсуждали, и он мне рассказал, что он хочет дать моим клиентам, то есть вам, и мы смотрели, какая может быть тема, то есть как это назвать. И мы разговаривали по телефону, я была на бегу, и я ему говорю: Джим, как тебе нравится тема leadership in the times of crisis? А была проблема со связью или что? Он такой: я тебя не понял, ты сказала leadership in the times of surprises? Я говорю, ну, в принципе, да. Кто понял, да, то есть он понял, что лидерство во времена сюрпризов. Я говорю, в принципе, идею доносит, то есть ситуация, в которой мы сейчас находимся, один большой сюрприз для всех, поэтому... Друзья, вот такая у нас сегодня будет тема. Конечно же, я ему сказала, что not really, не совсем, да, leadership in the times of crisis, именно во времена кризиса. Он такой, ну да, естественно. Вот, поэтому я рада сейчас Джима пригласить, представить. Сейчас я включу организационно звук, чтобы все было хорошо. Jim, just checking the connection. Can you say something? Привет, привет, привет.
Отлично, друзья, поставьте плюсики, если Джима видно, слышно тоже. И все хорошо. Так. Just a sec, we're just checking the connection here. If you see there are pluses Yeah. going on, yeah. Okay, great. Очень хорошо. So, Jim, it's a pleasure to have you here. Thank you so much for agreeing to do this meeting for my clients. We're very excited to hear what you're about to say. And I've just introduced you, said a couple of words about how we've been friends for a long time now. It's been, I don't know, 10 Years. years, I think. Yeah, 10 years by now. And yeah, that you are a big friend of our company, of mine. And yeah, so go ahead. Perfect. So, я очень рад видеть вас. Перевода Happy не to be here. требуется, да. Очень рад вас видеть. um, just so you know, this was such a great topic, such a И fantastic topic. могу сказать, что тема сама, она реально очень классная. You know, and most crises are surprises. И в большинстве случаев действительно кризисы — это сюрпризы. You know, if you knew something bad was going to come, it's not a surprise. Согласитесь, если бы вы знали, что что-то не очень хорошее грядет, для вас это сюрпризом бы не было. And when a company or a nation or a world gets attacked, leadership is the most important thing. И когда что-то подобное происходит с компанией, с государством, с нацией, да, когда своего рода атака такая происходит, лидерство — это то, что имеет значение. Now, I want to start off with some good news. Вообще хочу начать сегодня с с одной хорошей новости. So many people believe that the biggest part of this crisis was the news media was giving everybody bad news every day that everybody was going to die. Вообще, один из кризисов сам по себе состоит в том, что средства массовой информации каждый день дают нам вот эту информацию, что все плохо, люди умирают, много людей умрет и так далее. My friends from Russia text me every day, Jimka, are you okay? И вы знаете, я из России получаю периодически сообщения от моих российских друзей, спрашиваю: слушайте, у вас там в Америке все хорошо, Джим? I say, yeah, why? Because Я the говорю, news media says everybody in America is dying. И я говорю: да, все хорошо, а почему ты спрашиваешь? И мне отвечают, что потому что по телеку говорят, что в Америке вообще все смертность огромная. So the good news is yesterday, the United States got together and with the president and the head of the medical facility and said, this current model is false. It's fake news. It's not true. And we're going to use real numbers from now on. And the quarantine is almost over. И хорошая новость в том, что вчера вечером президент Соединенных Штатов вместе с главврачом нации сделали объявление о том, что они проверили всю информацию и считают, что подсчет статистик по смертности является фейковым, то есть являются неправдивым, и с сегодняшнего дня они начинают другой подсчет и планируют открыть страну для бизнеса и для всего в ближайшее время, что карантин скоро закончится. So this good news is not on the mainstream media anywhere. И вы знаете, вот эту информацию о том, что вчера произошло и что объявил президент, не распространили по основным средствам массовой информации. Only on small news networks can you find this. То есть вот это было озвучено только на небольших каналах. So I watched the interview with the president and the head of the medical society, and I was like, great news. И я смотрела это интервью, то есть главврача и президента Соединенных Штатов Трампа, и я был вообще, вау, классные новости. So, and my friends in Czech Republic said the airplane started flying again today. И вот мне еще сегодня новости пришли из Чехословакии, что из Чехии, что там запустились перелеты снова. And they announced today that people are going to start coming back to work. И тоже сегодня было там объявление, что люди выходят на работу. So that's good news. Поэтому я просто хотела начать с того, что хорошие новости есть. Now, you know, how do you handle bad news? How do you handle it? Так вот, начнем с того, как вообще справляться, вот как управлять, да, вот этими плохими новостями. And this is where leadership comes in. Почему? Это имеет непосредственное отношение к лидерству. Now, I just want to say something about Tanya Markova and her group. Her team is amazing. И, кстати, хочу сказать, что Таня и ее команда, ну, это невероятные люди. Thank you, Jim.
Правда. Good Russian. So Tanya and I have been communicating every day since this crisis started. То есть мы с Таней в общении находимся, постоянно переписываемся, созваниваемся с первого дня, как наступил этот кризис. So that we could plan out how to put out good news to people. Почему? Потому что мы планируем, мы планировали и планируем, как сделать так, чтобы больше хороших новостей пускать в пространство. Because if a group gets hit by too much bad news, everybody just goes. Потому что когда есть какая-то группа людей, да, и эта группа людей сталкивается с большим количеством плохих новостей и ничего с этим не делает, то она своего рода, находится под подавлением, да, и не хочет больше действовать. So in my case, my company, I had 75 employees, and when I got the bad news and how long it was going to be, I had to fire 1/3 of my company. И у меня, например, you had to fire 1/3 of your company when you realized, okay, and you have 75 employees, is that right? Okay. Yeah. В моей компании, например, 75 сотрудников, и когда я узнала вот эти плохие новости, мне пришлось, и сколько они будут продолжаться, да, мне пришлось уволить 1/3 сотрудников. So as a leader, I had to protect the company, and I had to take out 25 people. То есть как лидер компании, я лидер компании, да, мне пришлось пересмотреть, да, кто в компании остается, а кто не остается. Part of being a leader is you have to make hard decisions and then still keep the rest of the group from just dying. И часть ответственности лидерства в том, чтобы принимать жесткие решения, и второе, да, защищать вот ту группу, которая осталась с вами, от того, чтобы ее не накрыло, да, в отношении вот этих плохих новостей. So I had to keep the 50 most important people, and I had to make the decision who's the most important. То есть, во-первых, мне пришлось принять решение, кто в моей команде самые важные люди, которых я оставляю, несмотря на кризис. Now the 50 people who were left were relieved they still had a job, but they were also scared because we fired a big part of the company. То есть те 50 человек, которые остались в коллективе, да, они вроде как были и довольны, что они не потеряли работу, но с другой стороны, они тоже начали переживать, потому что они увидели, что 25 человек были только что уволены. So as a leader, you can't, you can get advice from your top advisors, but you can't try to have somebody else make the decision. You have to be willing to make the hard decisions. Во-первых, вы как лидер всегда должны брать ответственность за свои решения. Даже если вы к кому-то прислушиваетесь, и кто-то наводит вас на какие-то мысли, все равно финальные решения и жесткие решения, они за вами. And you can't blame anybody else for making your decision because it weakens you as a leader. И никогда не позволяйте кому-то винить вас за те решения, которые вы принимаете, потому что это ослабляет вас как лидера. And the other part of being a great leader is you have to be fair. You have to be just. There has to be justice. Вторая очень важная черта лидера, которая важна сейчас в ситуации, это, знаете, качество, когда вы можете принимать справедливые решения. So I had to lay off the 25 least productive people, and I had to do it based on actual production, not just whether I like somebody. You understand? Tanya. Just a second. Tanya? Okay. Okay, Jim, I think the connection cut, right? Yeah. Okay, good. Okay, good. Yeah, let's proceed. So you can just repeat what you were saying. So, gosh, I just forgot what I said. I was just talking about how to be a good leader, you have to take responsibility for your decision. Yeah. And you have to be fair and you have to be just. Right, that's what I translated, so you can keep on from there. Okay, good. Yeah. Oh, good. I lost you for a second. Yeah, yeah, me too. All right. So anyway, and the reason that it's not that you have to be fair because of any other reason, that is what keeps the group from completely dying. То есть в любом случае здесь мне пришлось принять решение, да, кого конкретно я увольняю. Я уволил, чтобы быть справедливым, да, самых низкопродуктивных сотрудников. И чтобы убедиться, что остальная моя группа, остальной мой коллектив, да, выживет и пройдет через этот кризис. So after I laid off the 25 people, I had to bring the whole group together. То есть смотрите, что я сделал. После того, как я уволил 25 человек, я собрал совещание, собрание, да, между всеми оставшимися 50 людьми.
So I had to basically now inspire the 50 people. I had to inspire and motivate them to say, look, we have to survive this crisis together. И моей задачей стояло вдохновить их и смотивировать их на то, что мы вместе этот кризис переживем. So as a good leader, you don't have to be mean or angry. You just have to be firm. То есть, как, если вы хороший лидер, да, и чтобы быть хорошим лидером, не нужно там злиться, не нужно как-то расстраиваться. Все, что нужно, чтобы было, у вас, ваши решения должны быть четкими. And also you have to trust, like I have like 7 managers that below me, they're sub leaders, they're leaders too. So I have to keep being a good example for them and stay positive. Следующий момент, который важен, да, если у вас есть еще руководители под вами, да, которые тоже являются своего рода сублидерами, да, для другой команды или такими подлидерами, то я для них, как самый главный лидер, да, должен показывать пример, должен подавать пример того, как себя вести. And then I trust my managers to give me the true information. И я доверяю своему руководящему составу, да, который дает и предоставляет мне важные данные, да, что происходит в компании. And I check to make sure it's true, because if I have a manager giving me false information, I have to remove that manager. Но я всегда перепроверяю, потому что если я обнаруживаю, что кто-то из моих вот руководителей, да, отделений начинает предоставлять мне ложную информацию о том, что происходит, я всегда этого управленца убираю. And sometimes in real life, this is hard because the manager could be your brother or your sister or your mom. So you И have to иногда do it gently. в реальной жизни это не всегда легко сделать, потому что иногда, ну, руководящий состав состоит, например, из родственников, да, кто-то там брат, кто-то сестра, кто-то еще кто-то, да, поэтому очень надо дипломатично эти вещи делать. I don't have that in my company, but I have some of my managers have been with me for 20 years. So they're kind of like family. То есть у меня родственников не работает, да, вот в руководящем составе, но у меня были такие случаи, когда мне пришлось увольнять кого-то, кто там 20 лет со мной работал. So even as a leader, even if it's your best friend, you have to be willing to talk honestly with this person alone and say, listen, you need to change this because you're not being a good leader for me now. И даже если это ваш сотрудник, ваш родственник работает, да, вы должны иметь достаточно твердости, да, в себе, поговорить с этим человеком как есть и сказать, что, слушай, ну, смотри, что происходит, давай посмотрим на текущую ситуацию, что ты реально не показываешь хороший пример для других. If there's no crisis and you have a problem with one of your managers and you don't confront it and you just let it sit over here, eventually it becomes a big problem. И поймите, что даже если мы сейчас не говорим про времена кризиса, да, а мы просто смотрим на обычную рутинную ситуацию в жизни. Если у вас есть кто-то в компании, да, кто недостаточно хорошо делает свою работу, но при этом вы не хотите иметь с этим дело, вы закрываете на это глаза. Имейте в виду, что рано или поздно это превратится для вас в большую проблему. But in a time of crisis, every little weakness becomes magnified and bigger. Но во времена кризиса любое ваше слабое место, например, в вашей компании, оно, знаете, увеличивается как будто под увеличительным стеклом. So if you ignore the problem, now it becomes in your face a big problem because you didn't confront it earlier. И если вы сейчас прям сталкиваетесь с какими-то крупными проблемами, скорее всего, они были еще и до этого, просто сейчас они увеличились. Again, I'm sure some of you know angry leaders are always going, if you don't do this, I'm going to fire you every day. Like, И я уверен, что вы встречались с такими лидерами, да, которые за счет своей злости, да, управляют людьми, что если ты это сейчас не сделаешь, там будет вот так и так, все плохо. it's not very effective leadership Это не очень эффективный способ лидерства. because people like me, I've had leaders like that in the past and I go, I have to get out. И когда я был наемным сотрудником, у меня были такие лидеры, да, руководители, и я всегда уходила из этих компаний. So, you know, you have to be, you know, at least calm. As a leader, you should be in the crisis. You have to be the calmest one. You're not worried. You have to appear not even inside, you're worried, outside, calm. Поэтому, если вы лидер для других людей, да, первое, что у вас должно быть, это спокойствие. Даже если внутри вы не испытываете этого спокойствия, вовне оно должно быть. Люди должны вас видеть спокойным. In a time of crisis, if the leader is hiding under the desk, everybody else is going to be freaking out.
И во времена кризиса, если лидер, самый главный, да, прячется под столом, то вся команда будет просто, ну, в шоке, все будут с ума сходить. So you got to stand there and look strong and be strong. Поэтому здесь, конечно, здесь самое время проявлять свою силу воли, да, и силу характера. Just the simple words like, we're going to get through this crisis together as a team. Даже Helps если the вы, people. даже если вы будете просто простые формулировки использовать для тех, кто вас окружает, да, что, например, мы все вместе это переживем, да, мы все это вместе справимся с этим. Вот даже это уже вам может помочь. And as the leader, don't admit you don't know anything. Just say, look, we're going to figure this out together. И как лидер не признавайтесь перед своей командой, что вы не знаете, как поступить. Если вы не знаете пока ответ, ответьте им, мы сейчас все придумаем, мы сейчас все наладим. Don't stand there in front of your team going, oh God, I don't know what to do. Oh God, I don't know what to do. Не стойте перед своими подчиненными, да, или людьми, которые от вас зависят, да, вот с такой вот головой, да, ой, я не знаю, что делать, вообще, как нам поступить. Inside, you can go, oh my God, I don't know what to do inside. То есть внутри, да, внутри это может быть, о, Господи, я не знаю, что делать, как же мы через это пройдем. On the outside, you get your managers together and you say, what do you think we should do? And you ask them what they think they should do. It gives you time to think. Но вовне вы никогда это не проявляете. Вы собираете свой руководящий состав, свою команду, и с таким вот задумчивым лицом говорите, так, вот как вы считаете, что нам нужно делать? И это точно дает вам возможность еще подумать и принять решение. Plus, if they're your managers, they probably have good ideas. Плюс, если это ваш руководящий состав, например, или ключевые люди в вашей команде, ну, наверняка они что-то хорошее вам предложат. Now, to make your managers feel important, make sure you write down their answers. Like, okay, what do you think we should do? And you write it down. Don't argue. И Don't argue with them. Don't argue with your managers in front of each other. Just write the information down. То есть, и если вы собираете свой руководящий состав, например, для таких совещаний, да, всегда записывайте их ответы, что они предлагают, не опровергайте их никак, просто запишите, так, хорошо, записали, то есть не надо их опровергать, да, перед другими людьми. Let every one of your managers tell you what they think and you write it down. This gives you time to think too. Запишите все, что скажут вам люди, близкие к вам, да, то есть ваш вот, ну, руководящий состав, и это вам даст возможность тоже это обдумать и придумать свое решение. And if one of your managers gives you a really stupid idea, don't say out loud, oh my God, that's the stupidest thing I ever heard. Just write it down. Inside your mind, go, oh my God, that's the stupidest thing I ever heard. Inside. Но если вам кто-то предложит какую-то глупую идею, то никогда про это устно не говорите при всех. Да? Вы можете так подумать, боже, какая глупая идея, но при этом просто человек пусть выскажется. Remember, as the top leader, whether you have 5 people or 50 people or 500 people or 5,000 people in your group, И если вы лидер, неважно лидер для какой группы, это может быть группа из 5 людей, из 50, из 100, там, из 1000, неважно. remember this, everybody's watching you. Помните, что люди будут смотреть на вас. That's what a leader means. It's the guy who's out front looking calm, saying, don't worry, we're going to go in that direction. That's the leader. В такой ситуации как раз лидер и нужен. А кто такой лидер? Это человек, который сохраняет в кризисные времена спокойствие и говорит, ребят, мы сейчас все придумаем. Мы сейчас все придумаем и пойдем в нужном направлении. Это человек, который другим дает об этом знать. They follow you. Люди на вас смотрят, и они будут вести себя подобным же образом. So if you're afraid, they're all going to be afraid. Если боитесь вы, то будут бояться все люди в вашем ближайшем окружении. If you act confused, they're all going to act confused. Если вы действуете, знаете, как будто вы в замешательстве находитесь, то ожидайте этого и от ваших там сотрудников, например. If you act really angry, they're all going to get angry. Если вы будете злость проявлять, и люди будут вокруг вас злость проявлять. So no matter how you feel inside your heart and your mind, you have to be like calm. Ваша ответственность как лидера, неважно, как вы себя чувствуете внутри, да, и душевно. Ваша задача вовне проявлять спокойствие. Makes it hard to be a leader sometimes because you don't have anybody else to talk to and say, this is what I'm really feeling.
И это вот, знаете, одна из самых тяжких нож лидера, потому что нам, как лидерам, часто некому сказать: слушайте, блин, я не знаю, что делать. Кому-то с кем-то вот так, как есть, пообщаться. So you have to find a mentor. Поэтому обязательно убедитесь, что у вас есть какой-то наставник, ментор. Someone that respects you and knows you, that is also a good leader. So you can say, look, I have some questions to ask. Чтобы вы могли к кому-то обратиться за помощью, да, это человек, который вас уважает, он вас знает, да, и он с удовольствием вам поможет, если вы обратитесь к нему с вопросами о том, что вы чего-то не знаете. I remember like 10 years ago, and Tanya was, a young leader of her company, and she called me and go, I don't know what to do. И я помню, что Таня очень грамотно поступала. 10 лет назад, когда мы познакомились, она была еще только начинающим лидером компании, да, и она мне звонила и прям говорила: Джим, вот такая ситуация, что мне делать? I hope you don't mind, Tanya, that I tell the story. Ну, я надеюсь, Таня, ты не против, если я поделюсь историей. No, go ahead, Jim, it's okay. So so we would do a video call, and I'm in America, she's in St. Petersburg, and she's with her partner, Elena, and they're like, what do we do? И я как сейчас помню, мы обсуждали ситуацию, да, они мне звонят по видеозвонку, я в Америке, они в Питере, Таня, ее партнер Елена. And I'd say, calm down. И они сидят вообще в шоке, так, что делать, как дальше действовать? И первое, что я им сказала: во-первых, успокойтесь, Show me your statistics. покажите мне свои статистики, показатели сейчас в So they бизнесе. would show me the company and the individual statistics, and I'd look. И я помню, что они мне показали общие показатели организации, показатели каждого сотрудника организации в течение времени. And then I would ask like 5 or 6 questions, Я позадавала им там 5-6 вопросов. and I would ask the right questions. Ну, и я правильные вопросы им задал. And they go, И oh, они and I go, сидят. and then I ask the real question. What do you think you should do now? И потом я самый правильный вопрос задал. А как вы считаете, что вам нужно делать в этой ситуации? See, a good mentor doesn't tell you what to do. A good mentor listens and asks questions and say, what do you think you should do? Хороший ментор – это не тот, который, хороший наставник – это не тот, который говорит, тебе нужно делать это, это, это. Хороший наставник – это тот человек, который задаст правильные вопросы, которые наведут человека на мысль и в конце спросит: ну хорошо, вот как ты сам считаешь, что нужно сейчас сделать? So same thing, you as the leader, you're the mentor for your managers. Поэтому смотрите на себя тоже. Если у вас в подчинении находятся люди, например, то вы для них наставник. So one by one, don't do this in a group of managers. One by one, bring them to your office and say, what's going on, and let them talk. Всегда общайтесь с людьми тоже поодиночке, да, приглашайте их к себе в офис, да, или, ну, общайтесь лицом к лицу, спрашивайте, что происходит, как дела. Because a good leader lets other people solve their own problems. В частности, характеристика хорошего лидера состоит в том, что лидер не решает проблемы за подчиненных, он делает так, что они сами их решают. If you want to be super busy and get very little done, solve everybody's problems. Если вы хотите быть супер занятыми, но при этом очень неэффективными, начните решать проблемы за своих подчиненных. So what you want to do is ask them to tell you about the problem, blah, 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 blah. Поэтому первое, да, всегда спрашивайте, в чем проблема, чтобы человек вам рассказал, в чем проблема. And then you ask them, what do you think you should do about that problem? Человек рассказал, задайте ему вопрос: а как ты считаешь, что нужно здесь сделать, что будет правильным? And they go, whatever they go, and then say, well, what else could you do? What else could you do? What else could you do? You may have to ask this several times. И человек вам что-то ответил, да, задайте вопрос снова: что еще, как ты видишь, что еще, то есть с разных сторон, чтобы человек это рассмотрел. And then you might have to ask a few more questions Задайте еще несколько вопросов человеку, until they go, oh, I know what to do. пока у них четкость и ясность не появится. Вот мне что нужно сделать. Because if you're the top leader, you got to train the next leaders. Потому что если вы лидер, да, топовый лидер в своей, вот, например, компании, да, то вы отвечаете за то, чтобы подготовить других руководителей, чтобы те тоже стали лидерами для своих подчиненных. And if they can't come up with a good solution, you keep asking questions that lead them to the good solution. И если вы видите, что они не могут пока принимать правильные решения, значит, задавайте им наводящие вопросы, чтобы они сами логически пришли к этим решениям. I'm not saying this is easy to do. Я не говорю, что это просто. Because if you're the top leader, it's because you know how to do everything. Если вы уже высококлассный лидер, вы уже все знаете, как что делать.
So if someone brings you a problem, you're going, I've solved this problem 100 times. You just do this, and this, and get out. И первое, что, естественно, если вам кто-то приносит проблему, да, какой-то подчиненный, и вы уже 10 тысяч раз с этой проблемой сталкивались, вам легче всего сказать этому подчиненному, да, это вообще фигня, сделай вот это и это. Because it's easier just to tell someone what to do. Just go do it, get out. Всегда проще дать ответ готовый. Вот это вот сделай, иди и делай. But they won't learn. Но поймите, что вы им, то есть они не обучатся, они для себя ничего не вынесут из этого. They will bring every little problem to you to solve. Что вы создаете то, что этот человек потом со всеми мелкими проблемами будет бежать к вам. Teach them how to solve their own problems. Вы как лидер обучите своих подчиненных, чтобы они решали свои задачи сами. Learn how to ask questions. When you already know the answer, don't tell them the answer. You know the answer. Ask them questions. Если даже к вам пришли с проблемой, да, и вы знаете ответ на эту ситуацию, не давайте ответ, задавайте наводящие вопросы, чтобы человек сам к этому ответу пришел. If every time your managers or your juniors bring you a problem, if you kept saying, well, what do you think you should do about that problem? If you do this every time you train them. Если даже вы просто будете им каждый раз, когда они приносят вам проблему, задавать им один вопрос, который звучит как ты считаешь, что мы должны здесь сделать, это уже их будет учить мыслить. They will stop bringing you their problems. They'll go, wait a minute, he's going to ask me, what am I going to do? I go, okay, I'm going to go do this. Почему? Потому что они уже привыкнут к тому, так, я не пойду больше эту проблему боссу приносить, да, потому что он меня все равно спросит, что я считаю нужным сделать, а я уже знаю, что нужно делать, поэтому я возьму и сделаю. If they make a mistake, and this is really hard to do for a leader, if they make a mistake and they screw something up. И вот следующий момент, который я хочу сказать, для лидера очень сложный, да, это когда подчиненные совершают ошибки. Don't kill them. Сразу их не мочите. Use this as a training problem. Используйте это как возможность обучить сотрудника. So if they make a big mistake, you go, Если сотрудник действительно большую ошибку совершил на посту, what do you think about this bad thing that happened? задайте вопрос этому сотруднику, сказать, слушай, а ты сам что считаешь вот по поводу этой ситуации? And they're like, I'm sorry. И они начнут извиняться, естественно. Or they go, it's not my fault. You get Либо all kinds наоборот of reactions. оправдываться, да, это не моя вина и так далее. То есть реакции могут быть разные. So you ask a question. What could you have done that would be better? Тогда задайте ему следующий вопрос. Как бы ты мог поступить по-другому, чтобы этой ошибки не было? And normally they have an answer. Обычно у сотрудника есть этот ответ. All of us have made mistakes. Каждый из нас по жизни совершал ошибки. All of us have made decisions that we go, shit, I shouldn't have made that decision. И у каждого из нас в жизни есть такие ситуации, когда о которых мы жалеем, да, что, ой, мне не надо было принимать это решение. So use this as training material. Don't beat someone up. Get them to look and say, how could you do it better? Поэтому каждый раз, когда кто-то совершает ошибку, используйте это как материал для обучения. Да? Пусть человек ответит вам на вопрос, как в следующий раз как он бы поступил по-другому, чтобы эта ошибка не произошла. Remember, as a leader, you're training new leaders. И помните, что ваша ответственность обучать еще лидеров под себя. That's one of your responsibilities as a leader, is to train the next level of leader. Это одна из ваших важных ответственностей, да, подготовить себе следующий уровень лидерства. So in a time of crisis, if you don't stay calm and look for solutions yourself, and you're gonna disappear. И поэтому, если во времена кризиса вы не берете эту ответственность, да, не сохраняете спокойствие и не продолжаете искать решения в текущей ситуации, вы просто исчезаете. You can't just pray or hope. То есть надежда и молитвы тут не помогут. You have to take action. Здесь поможет только действие. But as the leader, the most important action is to go look and find solutions, and then get your leaders to help you put the solutions in place. И одно из самых ваших действий важных – это пойти, посмотреть, какие решения могут быть в текущей ситуации, да, и получить согласие вашей команды, ваших лидеров, да, других, чтобы они помогли вам эти решения внедрить. So a good leader has to be a good actor too. Поэтому как вы видите, хороший лидер еще должен быть хорошим актером. You may be so upset you want to throw up, but То you есть have to go.
Вы, возможно, сейчас настолько расстроены, что вам плохо физически, да, что сейчас вырвет вас, да, но при этом вовне вы должны сохранять спокойствие. So have the meeting with your team and then go throw up later, but don't tell anybody. Поэтому, если у вас предстоит встреча с сотрудниками, с вашей командой, да, то там сохраняйте спокойствие, а потом идите и уже, если вам плохо, да, делайте то, что нужно. But you know, everybody reacts differently in a crisis. Everybody И, reacts differently. и согласитесь, что люди на кризис реагируют все по-разному. So the trick is, you know, leaders have to learn to be surprised, but not look surprised. И лидеры должны учиться быть готовыми к удивлениям, вот этим сюрпризам, но при этом выглядеть спокойными, когда эти сюрпризы приходят. And leaders have to learn not to push bad news down on the group. И еще очень важный момент для лидера – это не продвигать своей команде, да, плохие новости. If all the media is screaming bad news, bad news, bad news to everybody, so your whole team is all. То есть представьте, что происходит. Сейчас средства массовой информации со всех сторон нам говорят, как все плохо, и ваши сотрудники это видят каждый день. Then at that point, you got to go, wow, that's a lot of bad news, guys. Okay, hold on a second. Let's get together. И в какой-то момент вы должны сказать: так, ребят, плохих новостей так хватает, так, давайте назначать встречу, совещание. Okay, this surprise just happened. Bad news. Да, и просто общайтесь с ним, говорит: смотрите, у нас есть вот такая ситуация, да, новости не очень хорошие. Okay, come here. Everybody come here. Look at me. Look at me. Так, теперь внимание на меня, да, смотрим на меня. Okay, now we are going to survive this crisis. Дайте людям, скажите им: мы переживем этот кризис. The leader makes the key decisions for the team. Лидер – это тот человек, который принимает решение, как пойдут дела у команды. This sounds too simple, but it's important. You have to tell your team, we're going to be okay. Вы, может быть, вам кажется это слишком простым, но это то, что важно сделать, сказать команде, что все будет хорошо. You know, we're going to work together to fix this and handle it. Мы работаем вместе, совместно с вами, чтобы все исправить и все уладить. Because the team will start to vibrate on bad news. Вы увидите и наверняка сталкивались с тем, что сотрудники или окружающие вас люди начинают реагировать на плохие новости, их начинают подколбашивать. So you have to calm everybody down. Поэтому ваша ответственность – успокоить ваше окружение. And at this point, you got to take your management team and you have to come up with a strategy to get through the crisis. И здесь, конечно, самое время собирать ключевых людей, да, и разрабатывать стратегию, как ваша компания, ваша деятельность будет поступать во времена кризиса. And by getting your team to start planning, they'll start going, oh, they'll start having good ideas. They will have good ideas for you. И вы увидите, как только вы с командой начнете направлять внимание на то, что делать, какие шаги предусмотреть, да, то идеи будут появляться, и люди будут чувствовать себя лучше. So the key to leadership is having faith in yourself and also having faith in your team. Поэтому тоже один из ключевых моментов лидерства – это верить лично в себя и верить в свою команду. And make sure you keep training your leaders to help the group survive well and grow. И убедитесь, что вы продолжаете обучать свою команду, что команда обучается, чтобы она могла продолжать развиваться. Tanya, is there anything else? Was there any other thing you could think of that's been a problem? Well, yeah, I think you spoke a lot about the businesses. A lot of our clients are actually just top professionals, and they are also leaders for the environment. Yeah, they got families, they got kids. So maybe you can give more examples of how this data can be applied in a family or in a circle of friends or just an environment, how you can calm down your environment. And if Okay, that's good. important to be a leader Yeah. in the environment. Yeah. Well, like I have two boys and my wife at home. And so my sons were like, are we going to die? Really, the first couple of days. И I'm just going to translate whatever I said to you, okay? Yeah.
Да, мы с Джимом немножко так переговорили, и сейчас Джим еще приведет примеры, как все, что он сейчас говорит, да, и как необходимость вот этого лидерства еще может быть применена к семьям, да, если вы лидер в семье, да, на вас смотрит ваше окружение, ваши друзья, как вот эти вещи вы тоже можете применить. И Джим начал с того, что сказал, вот у меня, например, есть 2 сыновей, да, и, конечно, когда вся эта ситуация начала происходить, я видел, что они начинают переживать и даже задавать вопросы, слушайте, а что происходит, люди, что ли, умирают? Ну, что произойдет дальше? Они начали переживать. So, when the news came out, I just went home to the family. I said, look, it's going to be okay. We're going to work together as a team. And my family is a team too. И когда произошла вот эта вся ситуация, да, и новости начали продвигать все, что начинает происходить, да, я помню, что я как лидер в семье, я пришел домой и сказал моей жене и детям, все будет хорошо. So now my oldest son is in university, and so he's like, yeah, but we don't think the same. We don't agree on some of the like political things. We don't agree on everything. And I go, it's okay. You can think whatever you want to think. It's totally fine. И так как семья – это тоже команда, да, согласитесь, я сказала, что все будет хорошо. И у меня сын старший, он учится в университете, мы по некоторым вопросам с ним не совпадаем, да, политические у нас взгляды разные, но я ему так и сказала, в любом случае, чтобы, какого бы ты взгляда не придерживался, мы как семья через это пройдем. So then you find the things you can agree on. I said, okay, let's work together as a family. Let's take this time to clean the house. And they're like, okay. И найдите что-то, да, с чем все члены семьи согласны, например, да, и где вы можете действовать как команда в единой цели. И я помню, что мы сели и сказали, так, ребят, что мы можем сейчас сделать? Хорошо, мы вместе можем взять и убрать весь дом. And we meet for dinner every night. Мы встречались за ужином каждый день. And so then we take turns who's going to be the cook. Да, встречаемся за ужином каждый день. Мы распределяем сейчас ответственность, так как все дома находятся, кто будет готовить сегодня. So we keep everybody active. То есть, They're participating. то есть мы играем как команда, да, чтобы каждый член семьи проявлял активное участие в том, что сейчас происходит в доме. And we talk about the good things that happened that day. И мы всегда за ужином обсуждаем все хорошие новости, которые произошли сегодня за день. So we don't focus on the disagreements. We focus on the things we can agree on. То есть мы фокусируемся не на том, в чем мы не согласны, а на том, с чем мы все согласны. And again, if you're upset from work, don't take the upset home. И опять-таки, если говорить про семью, если вы расстроены, например, на работе, не приносите это расстройство с собой в семью. Like, don't go home and go, oh, okay, now at home I can just be upset. No. Да, не приходите домой, да, к своей семье и говорите, так, теперь уже можно расслабиться и можно быть расстроенным. Because if you're a leader in your business or your specialty, you're a leader for the neighborhood, the family, the environment, the city. Если вы лидер у себя на работе, да, для своих сотрудников, вы наверняка лидер для своей семьи, для своих соседей, для своего, ну, какого-то окружения. So one of the things we can do, like that I do with my friends, is we keep sharing good news with each other. То есть как я, например, влияю на свое окружение, да, чтобы помогать им, да, мы всегда с друзьями делимся хорошими новостями, то есть я им звоню, делюсь хорошими новостями. You know, 20 years ago, it was hard to share good news. You had to phone somebody or write a letter and send them a letter or an email, right? Много лет назад было сложно делиться новостями, да, нужно было письма читать, ждать, пока они придут, там, звонить и так далее. Now you go on social media, WhatsApp, Facebook, and you send a picture of you and your family. Oh, this is my wife taking a walk. People go, oh my God, it's so beautiful. Сейчас можно просто зайти в WhatsApp, в социальные сети, запостить фотографию, не знаю, с женой, как вы гуляете, и все, ну, это уже как что-то хорошее. In a time of crisis, especially, everybody needs reassurance that everything's going to be okay. И поймите, что во времена кризисные каждому человеку нужно своего рода, знаете, еще раз устаканиться в мысли, что все будет хорошо. То есть хуже от этого не будет, если вы им еще раз про это скажете. Now, sometimes when you're the leader, it's tough. Like, I have all these bad things and I'm trying to solve them all. And I
said, okay, I need to put out good news, even though I'm solving problems. Go ahead. И в этом и фишка лидерства, что, конечно же, когда вы лидер, да, на вас сваливаются все эти проблемы, и очень сложно самому сохранять вот этот позитив, но тем не менее надо оставлять время на то, чтобы делиться с другими хорошими новостями, несмотря на то, что вы улаживаете тут кучу проблем. Because some problems are bigger than other problems. Конечно, проблемы, они сравнимы по величине, да, есть более мелкие проблемы, есть более глобальные проблемы. Forcing the world into quarantine was a pretty big problem. То есть то, что весь мир сидит на карантине, это довольно большая проблема. So it wasn't going to be solved in one day, То есть obviously. за один день, конечно, ее бы никто не решил. Now you have to say, okay, in these conditions, how can I still put a positive message out? Поэтому задайте себе вопрос, да, как даже вот во всей вот этой ситуации, как я могу все равно распространять позитив вокруг себя. So I've been doing 1 minute or 2 minute videos for my business saying, okay, guys, and I just act like there's not a crisis. I go, people still need energy. I sell energy. И я, например, что делаю? Я, несмотря на то, что сейчас происходит, да, все равно делаю одноминутные, двухминутные видео, которые я рассылаю по клиентам, и просто им даю знать, ребят, конечно, энергия все равно, электроэнергией все равно продолжают пользоваться, да, потому что мы, компания, консультируем по электроэнергии, потреблению, да, то есть я им все равно продолжаю что-то доносить, свои сообщения. So I keep putting out videos on my LinkedIn for business. И я с точки зрения video. бизнеса продолжаю тоже слать видео в LinkedIn, я статьи публикую и так далее. And I say, here's how I can help you. Here's how I can help you. Here's how my company can help you. Boom, every day. Boom, 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 И boom. каждый день я оставляю эти сообщения людям, да, своим клиентам, что вот как наша компания может вам помочь, как я могу вам помочь, чтобы они знали про это. And then I do videos for my friends. And I go, hey, guys, listen, I love you. Everything's going to be okay. Here's a great quote. Boom. И своим друзьям я тоже помогаю, да, ребят, записываем видео, да, ребят, все будет классно, смотрите, какую классную цитату я нашел, прочитайте, супер, и So публикую. I send out like 20, 30 photos a day, sunsets, happiness, my wife, my kids, happy photos to all my friends. И для меня важно каждый день делиться вот этими фотографиями счастья, да, то есть чтобы каждый день там 20-30 фоток я публикую в сторис или где-то еще, просто закаты красивые, жена моя, то есть все, что вокруг меня хорошего происходит. And see, by this way, as the leader, what happens is I put out so much good news, people give me good news, and then I feel better. И что, смотрите, в чем фишка, то есть так как я продолжаю делиться этими хорошими новостями, люди начинают включаться и тоже слать мне хорошие новости, и мне от этого становится лучше, понимаете, да? So, some people say, oh, that's too simple. No, it's the simple things work. Кто-то может сказать, ну это и так понятно, это простые вещи, элементарные. Так, ребят, именно элементарные вещи и работают, и приносят результат. You know, like a simple thing, like if you have a business and you have a good product and you know it's a good product, but if you don't promote and tell everybody you have a great product, you won't make any money. Это, знаете, как такая же простая правда, как если у вас есть хороший продукт или услуга, но если вы его не продвигаете, никто его покупать не будет. Тоже вроде все элементарно. You have to promote good news about your business all the time, not just in crisis. И здесь то же самое, то есть хорошие дела вашего бизнеса, да, и все хорошее, что у вас сейчас происходит, надо сейчас даже больше, чем никогда продвигать. But in a time of crisis, people tend to go like this. И знаете, что во времена кризиса вот тенденция, люди, они начинают как бы сокращать свою зону влияния, да, они начинают схлопываться, People pull back. то есть как бы делать шаг назад. In a time of crisis, you need to push out. А вы, наоборот, должны другую стратегию для себя взять, наоборот, стратегию продвижения. You need to call all your friends, the other leaders you know, and say, hey guys, look, what are you doing? What are you doing to get through this crisis? Oh, that's a great idea. Okay. Позвоните всем своим друзьям, которые тоже лидеры, да, для своего окружения, и спросите их, слушай, а что ты сейчас делаешь, чтобы справляться с ситуацией, да, и вы явно поделитесь друг другом классными идеями. There's power in sharing good news and good ideas. There's power. It makes you bigger. Поверьте мне, что за тем, что вы делитесь хорошими новостями, за этим стоит огромная сила. I never assume I know everything. I never assume that. Я никогда не принимаю точку зрения, что я все знаю. Every day I'm open to a better idea.
Каждый день я просыпаюсь с мыслью о том, что я готов принять какие-то более классные идеи. Whether it's how to handle employees or it's how to increase my business or how to make my family happier, I'm open to new ideas. Неважно, к какой области жизни это относится, к тому, как лучше справляться, управлять сотрудниками, или как лучше влиять на взаимоотношения в семье, или как выстраивать свой бизнес, абсолютно неважно. Я готов к любым идеям. So where should you get your new good ideas from? Поэтому вопрос, откуда черпать все вот эти вот потенциально новые идеи для себя? The media? Что, из новостей? Нет. Look for other leaders that you know that do good things and ask them, what are you doing? Is there anything special you're doing? And they may say, you're going, yeah, I do that, I do that, I do that, I do. Oh, I'm not doing that. They may give you 5 or 6 ideas, but only one is the one you don't know. И посмотрите, на кого вы можете ориентироваться, кто делает, по вашему мнению, правильные вещи. Свяжитесь с этим человеком и спросите у него, что он делает. Он вам может 5-6 вещей перечислить, 5 вы знаете, а 6-я будет для вас идеей, которая может вас навести на правильные мысли. A good leader is always willing to learn more things and to grow. Хорошие лидеры, они всегда готовы к тому, чтобы учиться и развиваться. Obviously, you all are really good leaders because you're willing to learn. И очевидно, что вы уже хорошие лидеры, потому что вы развиваетесь и растете. I don't know everything, И я понимаю, что я не знаю все, but what I do know is successful. но что я знаю, это точно работает и приводит к успеху. And I'm always willing to be more successful. И я всегда открыт к тому, чтобы стать еще более успешным. I learned from Tanya. И я даже от Тани учусь сейчас каким-то вещам. Even though for years I was kind of teaching Tanya, now I learn from Tanya. То есть уже много лет я вроде как Тане помогал, да, но сейчас я вижу, что мне есть что-то, что у нее тоже взять. So never be so proud that you aren't willing to learn something new. То есть никогда не позволяйте своему эго раздуться настолько, чтобы не позволять принимать какую-то работающую для себя информацию. And especially in the times of crisis like this, if you reach out to other leaders, sometimes other leaders feel alone. They feel like, oh my God, I got to handle this by myself. И особенно важно во времена кризиса связываться с другими успешными людьми, с другими лидерами, да, потому что даже за счет того, что вы с ними общаетесь, спрашиваете, как дела, может быть, этот человек тоже чувствует себя одиноко, то есть это своего рода объединение. I mean, just last night, I get a phone call from a number I don't recognize. And I вот даже normally вчера, don't answer the phone. да, вчера вечером мне звонит незнакомый номер, да, обычно я незнакомые номера не беру. And it turned out to be an old friend of mine who's in one of the islands in the Caribbean, and he had a problem. И оказалось, что это звонит мой знакомый друг, который сейчас находится на Карибских островах, который прямо сейчас столкнулся с проблемой. And I had the solution for his problem. У меня было решение этой проблемы. But as we're talking, I have a couple problems. То есть я взял трубку, да, мы стали разговаривать, мы стали общаться и выяснил, и у меня тоже были на уме несколько своих проблем, которые мне надо было решить. Like my problem is how to get more customers. То есть, например, сейчас, да, как привлечь большее количество клиентов, для меня это актуально. So we were talking for 15 minutes and I went, oh my gosh, I can do this for your clients. And he was like, oh my gosh, you can do that? И мы с ним разговариваем минут 15, и тут мне приходит идея, я говорю, слушай, я могу вот это предоставить твоим клиентам. Он такой, да, точно. So I can help him train 200,000 people online, and he can help introduce me to other companies to sell energy to. Я могу помочь ему обучить его 200 тысяч клиентов в онлайне сейчас, а он меня познакомит с топовыми еще компаниями, которые откроют мне двери для получения клиентов по моему энергетическому бизнесу. If I wasn't willing to help another leader solve his problem, I would have never found out that he has a solution for one of my problems. И если бы я не был открыт к тому, чтобы помочь ему решить его задачу и проблему, я бы никогда даже не узнала о том, что у него есть ключик к решению моей. Here's another example. Еще пример вам приведу. I've had this friend for years, but we're social friends, and I never asked him what he did for a living. И у меня есть один знакомый, да, мы уже очень давно знакомы, но я никогда как-то не интересовался, чем человек занимается, чем он зарабатывает деньги.
So we'd always see each other at dinners and social events, and there was always lots of people. И мы встречались, знаете, на таких светских мероприятиях, типа ужинах, там, вечеринках друзей и так далее. То есть там всегда была куча народу. You know, so he's my age, so he has lots of experience. То есть он где-то мой ровесник, то есть опыта у него тоже очень много. He's been working in air conditioning for almost 30 years. И оказалось, что он работает в области кондиционирования уже более 30 лет. And I have an air conditioning program that helps save money for companies. А у меня в компании есть целая программа по оптимизации кондиционирования в бизнесах, да, чтобы сэкономить деньги. Now, I didn't know he was an air conditioning specialist. I didn't know this data. То есть я не знал, что он специалист по кондиционированию воздуха. I've known him 15 years, Хотя он знакомый мой 15 лет. just socially. То есть просто, ну, это социальный знакомый, да, просто из серии знал его. So he called me up a few months ago. И пару месяцев назад он мне позвонил. He says, I have a problem. Он говорит, у меня проблема. So we talked, and I was like, well, what do you do exactly? And I was like, oh my God, I have a big problem. И он говорит, у меня проблема. Я говорю, слушай, мы стали разговаривать по поводу этой проблемы. Я говорю, а чем ты занимаешься? Он говорит, тем-то и тем-то. Я говорю, что? Ничего себе, у меня вот такая проблема есть. So now the solution was that we worked together, and now he's solving a big problem for me, and I'm solving his problem because he needed a new job. И как решение мы на самом деле стали друг другу полезны, потому что он теперь помогает мне, я помогаю ему, потому что он как раз искал для себя, где ему еще работать. То есть мы сейчас сотрудничаем. He's been here just a couple of months, and we're working on a multi-million-dollar project. То есть он только в несколько месяцев со мной в команде, и мы уже работаем над мультимиллионным проектом. So expect in a time of crisis, expect that most people are afraid and they're pulling back. То есть смотрите, что вы можете точно ожидать, что во времена кризисные большинство людей имеют тенденцию как бы не действовать, да, они закрываются. So in a time of crisis, as a leader, you need to reach out and touch people. А вы, наоборот, как лидер, особенно в кризисные времена, должны увеличивать свои коммуникации, общаться с другими лидерами. So you don't have to touch them physically. Да, то есть слово touch я использовала не в плане трогать их физически, да, а как бы вступать в общение. You Zoom them, you WhatsApp them, you Facebook them, however, but you reach out and communicate and find people, and they will go, oh my God, I'm so glad you're there. То есть не обязательно сейчас, да, можно в онлайне все это делать. У нас есть Zoom, у нас есть Skype, у нас есть WhatsApp, видеозвонки, пожалуйста, и вы увидите, что люди очень рады вашему общению. So I was talking to a friend in Irkutsk yesterday, И вчера я общался с одним своим знакомым в Иркутске. and she's like, I'm one person, I can't do anything. Это она с подругой, со знакомой, да, и она говорит, ну, я вот одна, сама по себе, я не знаю, как мне сейчас действовать. The crisis is huge, and I'm a little tiny person. То есть кризис – это такая большая проблема, а я такая маленькая женщина. And I told her, no, you're not tiny. Я говорю, нет, ты не просто маленький человечек. You can do something. Ты можешь с этим что-то сделать. I said, you have a lot of friends. У тебя много друзей, много знакомств. And maybe they're thinking the same thing, that they're not important, they're tiny. И, возможно, они сейчас с таким же настроением ума, с таким же настроем, да, сидят, что они не могут ничего сделать, и они слишком неважные. I said, reach out to all your friends and tell them that you and your family are doing great. Я говорю, сделай следующее, позвони всем своим контактам, друзьям, знакомым, семье и скажи, что у тебя все хорошо. And you want to know that they're doing great. И ты звонишь спросить, как у них дела, и что очень надеешься, что у них тоже все хорошо. And she was so happy. И вы знаете, от одной вот этой рекомендации она вся расцвела прям. So a leader inspires others that they are not nothing, they're something. То есть лидер еще, в частности, вдохновляет других людей на то, что они могут что-то сделать. Они не являются маленькими личностями, они могут сделать многое. And the best inspiration and motivation is not a whip and a gun. It's ideas that make people feel more important. И лучший инструмент мотивации для других людей – это не кнут, а это хорошее, доброе слово и хорошие идеи, которыми вы делитесь с другими людьми. So, like for example, with Tanya's company, they reach out to all parts of the world,
and they can reach really far, and they communicate positive to all these people, and people go, oh, good. So Tanya becomes like a light, a hope. То есть я что вижу, например, наблюдаю, то есть Таня и ее команда, они действительно работают с клиентами по всему миру и продолжают сейчас, знаете, слать такие лучики света, и клиенты как начинают это воспринимать, что, ну, они видят, что Таня прям светится, все хорошо. So, but don't discount how important this is. This is important. Each one of you are a light. И на самом деле, посмотрите, каждый из вас – это лучик света. Each one of you is very important. Каждый из вас очень важен. The things that you do can go a long, long way. Все, что вы делаете, может иметь огромный эффект, долгосрочный эффект. You call one of your other friends up who's a leader, and you say, hey, how's it going? What problem do you have? Вы представьте, вы звоните еще своему другу знакомому, который тоже лидер для своего окружения, и вы у него спрашиваете, как дела, какие проблемы, What solutions do you have? какие у тебя решения для этих проблем. And just you two talking together about this, all of a sudden the other guy goes, oh, I have a new idea. И чисто за счет того, что вы просто будете это общение, ну, как бы общаться, да, и обсуждать эту ситуацию, у человека могут возникнуть идеи, как ее решить. You are so important that just by sharing an idea with another leader, you could save a company, you could improve a city, you could improve the country. You are important. Я хочу напомнить вам о том, что вы действительно важны. Просто за счет того, что вы даже поделитесь какой-то одной идеей с человеком, с компанией, пускай даже с государством или со страной, да, это уже может иметь огромный эффект. Вы очень важны. So, don't ever think of yourself as not important. Поэтому никогда не позволяйте себе же думать о себе плохо, что вы неважный человек. You are important. Вы важны. But if you make other people feel important, you will grow. Но еще в чем идея, что если вы заставите еще других людей при этом при всем чувствовать себя важными, вы сами будете расти. Some of the greatest leaders I've ever seen. Самые великие лидеры, которых я когда-либо наблюдал лично, Like after one time there was a dinner party, there was like 1,000 people at a dinner party. я помню, у меня был такой момент, когда был тоже один прием на где-то 1000 человек. And the special guest was a very well-known leader in the world. И один из приглашенных гостей, да, выступающих на этом званом ужине, был человек, который очень, ну, можно сказать, лидер в нашем мире. And when he spoke, he really made the 1,000 people feel really good. И когда он выступал, он действительно заставил многих присутствующих чувствовать себя очень-очень хорошо и позитивно. And when he left the dinner with his security guards and everything around him, he asked to go into the kitchens. И когда он закончил выступление, да, и со своими охранниками вышел из помещения, он попросил зайти с охранниками, чтобы зайти на кухню, где готовили ужин. And he went and he thanked the staff in the kitchens for creating such a wonderful meal for him. И он лично зашел и поблагодарил всех поваров и обслуживающий персонал за то, что его обслуживали и как вкусно все было. Not just the chef, Не только шефа он поблагодарил, all the wait staff. весь обслуживающий персонал. He personally thanked them. To this day, I have some friends that work at that hotel, and they're like, we've never felt so good. И до сих пор, да, я периодически возвращаюсь в этот отель, где проходило мероприятие, и там вот эти вот люди, кто там до сих пор работают, они до сих пор мне говорят, что это лучшие, наверное, никогда они себя так хорошо не чувствовали. So no matter how small or big a leader you think you are, Неважно, насколько большое влияние, как вы считаете, вы имеете, то есть, другими словами, какого уровня вы лидер. you are important, Вы важны, but the key is to remind other people that they're very important. но самый большой ключ в том, чтобы напоминать другим, что они тоже важны. And if you do this, your job as a leader is much easier because people want to help you. И если вы будете действовать таким образом, ваша задача как лидера упростится, потому что вы увидите, что люди захотят вам помогать, они захотят с вами сотрудничать. And a good leader is not someone with a gun and a whip forcing people to run away. A good leader is someone that says, come on, guys, we have a fun thing to do. И помните, что хороший лидер – это не тот, кто стоит с кнутом и говорит, что сейчас, если вы это не сделаете, будет плохо, а тот человек, который говорит, ребят, вот цель, нам туда идти все вместе, пойдемте вместе со мной.
And if you train your managers correctly, and if you train your staff correctly, you don't keep looking over your shoulder to see if they're coming with you. И если вы обучите свой руководящий состав хорошо, ключевых людей хорошо, вам никогда не нужно будет оглядываться назад, идут они за вами или нет. You start running towards a goal, and your people are right behind you. Вы побежите за целью, и ваша команда побежит вместе с вами. Whether it's a crisis or if it's good times, same thing. Неважно, в кризис вы это делаете или делаете это в нормальные, хорошие времена. Это абсолютно та же схема. Thank you so much, Jim. I think it was amazing. I think it was amazing. Yeah. My pleasure. Друзья, как вам? Да, напишите, пожалуйста, сейчас в комментариях, да, если у вас есть возможность сейчас печатать, мы обязательно сейчас прочитаем вашу обратную связь. Wow. Yeah, people keep sending feedback. Thank Great. you. You know, and tell people you can write to me anytime. Just write to me on Messenger, Instagram. Да, друзья, вы всегда можете тоже поддерживать с Джимом коммуникацию. Антонина чуть выше скинула ссылочку на Инстаграм Джима. Можете писать ему в директ, в комментарии под постами. Это отличная возможность тренироваться английскому и пользоваться вот отличной возможностью общения с успешными людьми. And don't worry, I can use Google Translate too. И даже если вдруг что-то на русском напишите, тоже я переведу в Google Translate. No, Jim. People learn English, so... That's right. Write to me in English. Practice your English. Правильно. Извините, все на английском только пишут. Я сказала, никакого Google Translate. Все, супер. Thank you guys for being here. Thank you very Ребят, much. спасибо, что пришли. Jim, I know you got a book. Okay, maybe you can say a couple of words about the book, because people ask me all the time, what to read, like we need some English material to learn from. And I always say that you have to pick up something for yourself, which helps you, right? Not just like by learning English, but you can kill two birds with one stone. Well, I was talking to 100 Russian consultants in 2011. Смотрите, я расскажу такую историю, потому что я спросила у Джима, у него есть книга очень хорошая, чтобы он тоже про нее пару слов рассказал, что он говорит, я выступал однажды на конференции перед бизнес-консультантами. And I met a guy named Andrei Sizov. Это было в Москве, и я там познакомился с одним русским консультантом, да, его зовут Андрей Сизов. And he was a Russian naval officer. Он служил в военно-морском флоте. An anti-submarine destroyer. На подводной лодке антиядерной. And we were in the same part of the ocean by Murmansk in May of 1985. И так как у меня тоже такое же прошлое военно-морское, да, и академия, я служил на подводной лодке, мы с ним вообще не выяснили, что мы в одно и то же время были в районе Мурманска, только я был на подводной лодке американской, а он на русской. And I was underwater. I was a naval officer on a submarine. То есть я был офицером в тот момент, я служил на подводной лодке. So anyway, he was training salesmen and I was training salesmen. И мы с ним познакомились на этой бизнес-конференции, и он в тот момент занимался построением отдела продаж, и я занимался построением отдела продаж. So we used to be enemies. То есть раньше, да, в 80-х мы были врагами. And now he's my brat. А сейчас он мой брат. So we have this book. И мы написали с ним совместную книгу. Ending the Cold War between salesmen and customers. Конец холодной войны между продавцами и покупателями. And I shared this book with many vice presidents of sales of big companies, and they said this is the best sales book they ever read. Я давал книгу эту почитать многим руководителям отдела продаж, да, в больших компаниях, и все давали огромную положительную обратную связь. But it's not just about sales, it's about how to be a leader too. И она не просто про продажи, она в частности о лидерстве. And you can get the book, I think Antonina has the thing in English. You can get the book right now on Amazon. То есть сейчас книга доступна в электронной версии на английском языке, вы можете ее заказать на Амазоне, Антонина сейчас скинет ссылочку. Yeah, so Tanya and I will work on a Russian edition for you. И прямо сейчас мы с Таней работаем над созданием русского перевода, чтобы на российском рынке она тоже была в готовом переводе. But you need to learn English anyway. You might as well Но practice. так как вы учите английский, так что давайте практикуйтесь. That's right. Good. All right, Jim. Yes, thank you. Спасибо большое, Jim. I see a lot of feedback. People are very, very happy. These kind of meetings
very useful for people. We've been doing it for a couple of weeks now, and I think that's what really was a good decision to make. And what you're doing is the solution, not just for crisis, but to constant expansion in good times too. What you're doing. Да, на самом деле Джим говорит, что это вообще классная идея создавать такие мероприятия для клиентов, и они не только во времена кризиса хорошо такую информацию получать, но и вообще по жизни в нормальные времена тоже, да, чтобы развиваться и расширяться. That's right, that's totally fine. Okay, Jim, so thank you so much for being with us today, okay? My pleasure. Yes, you have a great day. It's been an amazing hour. We will keep getting feedback from our clients. And Good. I will make sure that you will get it as well. Okay. Thank you very much. Good. Spokojnia, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо огромное. Yeah, you can say хорошего вечера. Хорошего вечера. Хорошего вечера. Хорошего вечера. 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 Good, Okay, good. вечера. Okay, хорошего вечера. Хорошего вечера. It means have a good evening. Have a good evening. Okay. Yeah, yeah. Okay, Jim, thank you so much. I'm going to say a couple of words before we Okay. end off. But Yep. yeah, you have a great day. Thanks, guys. Yep. See you. See you, Jim. Друзья, ну что, я очень надеюсь, что вам было полезно. Я для себя лично сделала несколько выводов, которые еще раз, знаете, когда информацию вроде как где-то знаешь, где-то слышал, но когда еще раз в таком сжатом формате получаешь, то сразу видишь, как нужно поступить в определенный момент. И я могу сказать, что я вижу, что вам актуальны такие встречи, мы будем продолжать. И в следующую среду, мы, как обещали, в апреле у нас прям каждую среду идут, так как карантинный месяц такой, да, чтобы было каждую неделю что-то новое и интересное. В следующую среду у нас выступает тоже наш большой друг, единомышленник, предприниматель. Следующая встреча будет на русском языке, но она будет иметь непосредственное отношение к использованию английского для развития себя, развития бизнеса и всех возможных идей, как вы можете применить английский для расширения своей зоны влияния. Выступать будет мой друг, его зовут Максим Гральник. Это человек, который владелец нескольких бизнесов, молодой человек, то есть ему еще до 30 лет, но при этом он уже они с братом Святославом добились таких очень больших успехов, как я считаю. То есть мы с Максимом обсуждали, какой темой он бы с вами поделился, и пришли к такому выводу, что как бы тоже соединить с точки зрения английского языка, да, и так далее, и появилась следующая идея. Максим на следующей неделе поделится с вами топ-20 ниш в бизнесе, которые развиваются в кризис, и топ дистанционных профессий, которые тоже востребованы в кризис. Но, в частности, не только про кризис мы будем говорить, да, но и про развитие трендов. То есть сейчас, например, Максим находится в США, он развивает проекты в США, ему там помогает очень английский язык, он очень видит, где даже несмотря на то, что вы будете продолжать там бизнес или деятельность, например, на территории стран СНГ, как вы можете использовать ресурсы западных клиентов, да, то есть вот все эти вещи мы прямо как свяжем, да, для вас. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если эта тема вам актуальна, потому что я считаю, что она очень расширит ваш кругозор по поводу того, что вообще сейчас в мире происходит, какие тренды, да, куда можно вам копать лично, да, потому что сейчас прямо индивидуальная стратегия, она очень важна, и Максим, он такой человек, который, действительно, он разбирается, он ищет, он сам на себе все проверяет, и я очень рада, что он согласился, да, поддержать вас, поддержать нас, да, и поделиться вот так вот на такой основе с нашими клиентами этой внутренней информацией. Вот, поэтому Максиму я доверяю, лично с ним он мне тоже давал, и нашей команде давал очень многие ценные советы. Да, я вижу ваши плюсики, супер, супер. Отлично, друзья, спасибо большое. Я буду тоже с вами прощаться до следующей среды в 6 часов вечера у нас следующая встреча. В следующую среду. Я вам желаю отличного обучения, продолжаем, да, сейчас самое время вкладывать в себя. Английский – это навык нужный, полезный,
Я думаю, что мне не нужно вам рассказывать, почему, да, потому что помимо того, что это дает доступ ко всей современной информации, к возможностям, к миру, и, как говорит Брайан Трейси, да, это инструмент для того, чтобы просто у вас было больше выбора в жизни. Вот. Чего я вам и желаю, друзья. Thank you so much. Да, Наталья пишет, спасибо большое за такие мероприятия. Друзья, будем продолжать. Саят спрашивает, а завтра разве нет встречи? Саят, все, что в рамках ваших встреч по вашим курсам, да, что происходит, да, с точки зрения английского языка, конечно, все в силе. Я сейчас говорю про следующую встречу с нашим партнером, да, с партнером Максимом. Она будет состоится в следующую среду. Все ваши занятия, естественно, в силе. Да. Супер, друзья. Отлично. Have a great evening. See you later. Okay? Всем отличного вечера, друзья. Пока-пока.